不亏！竟能从禁制反推出我的藏身之地。天鬼，吞了他！ 仅使出的禁制。 Это обзор 149 серии аниме «Противостояние Святого». В новой серии Ван Линь сойдется с Сюй Фэнханем в смертельной битве намерений Дао и собственными руками убьет эксперта уровня Инь Пустоты. Тем временем предок крови официально войдет в громовое царство бессмертных, чтобы лично расправиться с Ван Линем. Ли Юань и Гэхун попытаются заманить его в смертельную ловушку, однако Ван Линь не только сумеет переломить ситуацию, но и подчинить себе небесного призрака. Кроме того, вскоре он получит счастливую возможность, которая поможет ему совершить прорыв за пределы первой ступени. Нас ждет много интересного, давайте рассмотрим. После того, как Ван Линь вошел в громовое царство бессмертных, он оказался рядом с разрушенным участком земли, где обнаружил странный фрагмент древнего сокровища. Он сразу почувствовал, что под землей скрываются и другие части этого предмета. Ван Линя удивило лишь одно. Раньше он совершенно не ощущал исходивших от них колебаний. Лишь после недавнего обрушения этого участка они стали доступны для обнаружения. Однако не успел он убрать найденный фрагмент, как в небе вспыхнула полоса черного света. Ее сопровождала густая демоническая энергия и мощное убийственное намерение. Перед Ван Линем появился культиватор семьи Сюй, Сюй Фэнхань, обладавший развитием средней стадии Инь Пустоты. Его сила была даже немного выше, чем когда-то у Лэй Даодзи. Он сразу потребовал оставить найденный фрагмент сокровища и немедленно уйти. В противном случае Ван Линь умрет. Закончив говорить, Сюй Фэнхань выпустил огромное количество демонической энергии. Черное пламя заполнило небо, превратившись в гигантского демонического призрака с одним рогом. Затем демоническая энергия превратилась в бесчисленные черные стрелы и устремилась к Ван Линю. Но тот уже давно сдерживал раздражение. После всех событий в Звездном домене Ло Тянь он пришел к выводу, что слишком долго скрывал свою настоящую силу. Теперь даже обычный культиватор уровня Инь Пустоты считал, что может безнаказанно ему угрожать. Ван Линь без особого труда уничтожил все стрелы, после чего собрал в ладони огромный шар молний. Он был настолько плотным, что начал притягивать к себе всю окружающую силу грома громового царства бессмертных. Затем Ван Линь бросил его прямо в демонического призрака. Однако Сюй Фэнхань лишь усмехнулся и приказал своему демоническому духу проглотить шар молний. Он считал атаку Ван Линя слишком слабой, чтобы воспринимать ее всерьез. Но он не знал, что Ван Линь специально не позволил молнии взорваться сразу. Вся ее сила скрылась внутри демонического призрака, ожидая подходящего момента. Решив, что преимущество уже на его стороне, Сюй Фэнхань создал копье из черной дождевой воды и демоническую водную завесу, пытаясь одновременно атаковать и ограничить движение противника. В ответ Ван Линь достал камень царства бессмертных и с помощью искусства извлечения души вызвал душу бессмертной горы. Огромная горная душа окутала его защитным туманом и полностью разрушила атаку противника, стирая не только его оружие, но и содержащиеся в нем техники. Когда Сюй Фэнхань уже собирался использовать новую божественную способность, Ван Линь спокойно произнес лишь два слова – «взрыв грома». В следующее мгновение скрытый внутри демонического призрака шар молнии взорвался. Оглушительный грохот разнес демонического духа на части. Сюй Фэнхань был вынужден поспешно покинуть разрушенную технику, но Ван Линь уже появился у него за спиной. Из его тени мгновенно вырвалась марионетка бессмертного стража, которая все это время скрывалась незаметно для противника. Она нанесла единственный удар, сияя золотым светом, словно держала в руках само солнце. Удар казался настолько страшным, что Сюй Фэнхань едва не погиб на месте. Чтобы выжить, ему пришлось пожертвовать эссенцией своей изначальной души, выплюнуть кровь в сущности и ценой тяжелых повреждений создать защитный барьер восточного занавеса. Даже так удар бессмертного стража потряс всю округу и оставил Сюй Фэнханя в полном шоке. Он никогда не думал, что культиватор уровня Вознесения сможет загнать его в столь отчаянное положение. Охваченный яростью, Сюй Фэнхань больше не собирался сдерживаться. Над его головой появился огромный демонический огненный лотос, материальное воплощение его собственного намерения Дао. Он сразу использовал первую ступень божественной способности демонический лотос превращения Дао. Пространство вокруг начало стремительно искажаться. Ван Линь почувствовал, будто весь мир пытается стереть его существование, словно он превратился в крошечную песчинку внутри вращающейся вселенной. Понимая всю опасность происходящего, Ван Линь также проявил собственное намерение Дао – желтые источники.
Сначала он использовал вторую форму – душу источников. Бесконечная обида, накопленная бесчисленными смертными планеты Цинлин, превратилась в бесчисленные призрачные силуэты, которые затем слились в одного огромного мстительного духа и устремились к демоническому лотосу. Однако пламя демонического Дао оказалось слишком сильным. Оно начало переплавлять даже намерения Дао Ван Линя. В результате душа источников была почти полностью уничтожена, а сам Ван Лин получил тяжелый удар по своей душе и выплюнул кровь. Но признать поражение он не собирался, его воля не позволяла отступить. Тогда Ван Лин раскрыл третью форму своего Дао – силу желтых источников. Огромная сила всасывания охватила все вокруг, словно сама река желтых источников пыталась поглотить небо и землю. Под ее воздействием намерение Дао Сюйфэнханя начало стремительно разрушаться. Именно в этот момент Ван Лин достал кнут кармы и нанес удар. Хотя кнут почти не коснулся тела противника, он напрямую обрушился на его карму, разум и сердце Дао. Сознание Сюйфэнханя мгновенно охватил хаос, а его решимость начала разрушаться. Пользуясь этим мгновением, Ван Лин сделал еще один шаг вперед и буквально наступил на демонический лотос противника. Для любого культиватора подобное означало полное сокрушение его Дао. Сердце Дао Сюйфэнханя окончательно треснуло, и он понял, что проиграл битву намерений Дао. Однако даже после поражения он отказался смириться и решил использовать последнюю технику на основе энергии истока. Сюйфэнхань собрал остатки энергии истока и использовал свое последнее божественное искусство. Демоническая энергия превратилась в огромного черного зверя, который проглотил своего хозяина и с чудовищной скоростью бросился на Ван Линя. В ответ Ван Линь открыл третий глаз и использовал божественную способность третьего глаза. За несколько мгновений он сумел увидеть истинную сущность техники и обнаружил, что настоящий Сюйфэнхань скрывается внутри демонического зверя. Хотя эта способность расходовала слишком много энергии истока и поддерживать ее долго было невозможно, нескольких мгновений оказалось достаточно. Затем Ван Линь сразу применил заклинание остановки, полностью подавив движение противника. В тот же миг он призвал меч Дождевого Бессмертного и объединил его с искусством Джань Ло. Меч рассек не только тело Сюйфэнханя, но и разрушил саму технику, заставив демонического зверя мгновенно исчезнуть. Так, эксперт семьи Сюй, достигший средней стадии инь-пустоты, окончательно погиб от рук Ван Линя. Однако после победы Ван Линь обнаружил странную особенность. Обычно после смерти владельца проявленное намерение Дао полностью исчезало, но демонический лотос Сюйфэнханя не рассеялся. Напротив, он начал медленно сливаться с желтыми источниками Ван Линя. Это заставило его задуматься, можно ли однажды превратить материальное воплощение Дао в настоящее магическое сокровище. Исследовав демонический лотос, Ван Линь обнаружил внутри него скрытое пространство. Именно поэтому у Сюйфэнханя не было обычной пространственной сумки. Вместо нее он использовал собственное намерение Дао как личное хранилище, которое было гораздо безопаснее любых пространственных сокровищ. Внутри находились несколько кристаллических сфер, но после разрушения Дао большинство из них начало быстро исчезать. Ван Линь успел сохранить лишь две. В одной находилась запечатанная бутылочка с пилюлями, на которой было имя Сюйфэнханя, а в другой — неизвестный талисман, назначение которого он пока не смог определить. Кроме того, внутри лотоса еще скрывался небольшой демонический дух. Попытавшись атаковать Ван Линя, он сам стал добычей. Благодаря своей способности пожирать души, Ван Линь легко поглотил демона, еще больше увеличив собственные запасы энергии. Понимая, что столь масштабная битва наверняка привлечет внимание окружающих, Ван Линь быстро покинул поле боя и нашел гору, наполненную силой грома. Используя окружающую энергию, он начал восстанавливать силы и одновременно изучать найденные фрагменты древнего сокровища. Теперь он окончательно убедился, что все найденные части принадлежали одной древней вазе. Однако для ее восстановления по-прежнему не хватало нескольких фрагментов. Тем временем, далеко за пределами Громового Царства Бессмертных, предок крови вернулся к своему древнему роду, который когда-то изгнал его семью. Он пришел не ради мести. Его единственной целью было спасти дочь Яо Цисюя, находившуюся в руках Ван Линя. После долгого молчания старейшины рода сообщили ему, что уже вычислили местонахождение девушки. Она находилась внутри Громового Царства Бессмертных. Получив родовой жетон, предок крови немедленно направился в храм Громового Бессмертного, чтобы попасть внутрь царства. Так началась подготовка к его первой настоящей встрече с Ван Линем.
После завершения восстановления Ван Лин продолжил исследовать разрушенный мир и вскоре обнаружил необычное ограничение, замаскированное среди гор. На первый взгляд оно выглядело естественным, однако Ван Лин сразу понял, что столь искусно созданная формация не могла случайно оставить заметные следы своей энергии. Поэтому он сделал вид, что ушел, а сам тайно продолжил наблюдать. Очень скоро из формации вышли двое культиваторов – Ли Юань и Гэ Хун. Они были мастерами великой завершенности уровня Вознесения и специально создавали подобные ловушки, чтобы заманивать проходящих культиваторов, убивать их и забирать все сокровища. Внутри ограничения они держали небесного призрака, используя его как приманку для будущих жертв. Когда Ван Лин раскрыл их замысел, Гэ Хун без колебаний приказала Ли Юаню атаковать. Ли Юань сразу применил знаменитые ограничения 18 цветков сливы. Увидев их, Ван Лин не испугался, а наоборот, заинтересовался. Он сразу понял, что подобная техника обладает огромной ценностью для изучения. Несмотря на совместную атаку Ли Юаня и Гэ Хун, Ван Лин одним ударом разрушил все 18 ограничений и полностью подавил обоих противников. После завершения восстановления Ван Лин продолжил исследовать разрушенный мир и вскоре обнаружил необычное ограничение, замаскированное среди гор. На первый взгляд оно выглядело естественным, однако Ван Лин сразу понял, что столь искусно созданная формация не могла случайно оставить заметные следы своей энергии. Поэтому он сделал вид, что ушел, а сам тайно продолжил наблюдать. Очень скоро из формации вышли двое культиваторов – Ли Юань и Гэ Хун. Они были мастерами великой завершенности уровня Вознесения и специально создавали подобные ловушки, чтобы заманивать проходящих культиваторов, убивать их и забирать все сокровища. Внутри ограничения они держали небесного призрака, используя его как приманку для будущих жертв. Когда Ван Лин раскрыл их замысел, Гэ Хун без колебаний приказала Ли Юаню атаковать. Ли Юань сразу применил знаменитые ограничения 18 цветков сливы. Увидев их, Ван Лин не испугался, а наоборот, заинтересовался. Он сразу понял, что подобная техника обладает огромной ценностью для изучения. Несмотря на совместную атаку Ли Юаня и Гэ Хун, Ван Лин одним ударом разрушил все 18 ограничений и полностью подавил обоих противников.